Всем привет, ребят, с вами Хайди, и да, это Star Wars Knights of the Republic 2 The Sith Lord. Игра, которую я уже обещал пройти, вторая часть Котора, которая, в общем-то, не является его продолжением, а является самодостаточной игрой, где мы вновь примеряем на себя шкуру либо джедая, либо ситха. Я играю в эту игру с патчами от Ксенона, которые восстановили в ней, в общем-то, ту часть, которую вырезали при выпуске игры. То есть игру в свое время не успели доделать полностью, и из нее часть какого-то контента вырезали. Но потом добрые люди, старатели, доделали ее и выпустили, собственно, соответствующие патчи. Ну что же, честно скажу, я в нее играл и прошел примерно до половины только. В то время мне она показалась довольно-таки скучной. Я уже даже не помню именно из-за чего. По-моему, я не особо даже прислушивался к диалогам. Мне просто интересно было всех порезать. Надеюсь, в этот раз у нас будет все не так. Ну что же, начнем. Новая игра. И у нас сразу на выбор дают создать джедая именно. Так, в прошлый раз мы были джедаем-хранителем, так что почему бы нам не продолжить нашу, так сказать... Ну, в общем, тоже не стать джедаем-хранителем. Рожа у нас теперь побольше стала. Вот так, кстати, персонаж очень даже смахивает на нашего персонажа из первой части. Так что давайте, наверное, его оставим. Так, с параметрами. И харизма, конечно, так пойдет, да? Что-то надо бы убрать, наверное. Ловкость влияет на защиту, сила на попадание ближнего боя, да? Да. Интеллект на навыки на очки навыков. А также увеличивает шанс наших компаньонов на успешную атаку. Неплохо. Но так как в самом начале нам будут даваться уже навыки джедая, то мудрость, пожалуй-ка, оставим. Вот так сделаем. Итак, с навыки. Скрытность, которой мы особо-то не пользовались. Убеждение, как обычно. Так что скрытность, наверное, на двойку. А от компьютера это интересно. И способности. Их намного больше, чем было в первой части. Есть даже такие, которые нам позволяют улучшать ближний бой лазерными выстрелами. Улучшать наш показатель, если мы атакуем врага вместе с компаньоном. Есть даже вещи, как снайпер, скрытый бег. Или может бегать вместо того, чтобы ходить в режиме скрытности. Искусственное рукопашное оружие. Научился использовать... И получает грацию и скорость вместо грубой силы. Получает бонус ловкости или силы к шансу на успешный удар, в зависимости от того, какой параметр выше. То есть можно взять эту вещь, и тогда у нас будет качаться атака не от силы, но от ловкости. Так что возьмем сразу ее, наверное. Ну а имя, как обычно. Ходи. Кстати, я не знаю, будут ли сейчас вам отображаться мультики, ребят, потому что я не запускал, я не тестил игру, но я все-таки надеюсь, что будут. Если нет, то извиняйте. Начнем, пожалуй. К сожалению, оказывается, нет. Это мы глазами дроида смотрим на все. А, кстати, место напоминает
Наш черный ястреб, как он называется, Эбон Хок. О, дроид. Да, черный ястреб. Наверное, у меня. Мне интересно, а мультики у нас где-нибудь хранятся? В папке с видео, если тут право есть. Так, у нас выбор. Можно пропустить пролог, можно его смотреть, но нет, будем смотреть. Агрессивный. Гренадер. Дальневой. Агрессивный. Активный квест включает все. Да. Так, проникнуть в систему, открыть основную дверь. Окей, мы что-то открыли. Да я уже знаю, что это такое. О, 2 отмычки нужно. У нас ни одной есть. Ой, ни одной нет. Это мы таким макаром атакуем. Так, а что я там... Ой, инвентарь-то изменен. Оружия никакого нету. А что мы там взяли-то? Сломанный предмет. Компьютерная отмычка 2 штуки. Окей, взламываем. Доступ к охранным дверям. Вот внешняя дверь гаража. Внимание, пробоина в гаражном стике. Дверь заблокирована. Закрыть внутреннюю дверь гаража. Дверь блокирована, внешняя дверь гаража работает, внешняя дверь гаража работает. Двигательный отсек, хозлифт. This old woman appears to be dead. There is a key card on the body that looks like it opens a locker somewhere. Наш, похоже, старуха сдохла. А, то есть оттуда мы не можем ее открыть. Окей. Так, оу, это еще что такое? Ну, мне это нафиг не надо. Click on the blaster icon in the top right if you encounter a difficult lock on a container or door. The lock on this metal box is too difficult to open. You can use one of the security tunnelers you found to crack this lock. Select the security tunneler by clicking on the arrows above or below the security icon. А, то есть теперь можно так эту отмычку взломать. Окей. Детали, всякое барахло. Talking to other characters is much like using the computer console in the cockpit. Scroll through your responses. Note that some responses may influence how other characters react to you. Furthermore, certain skills, powers, and attributes may modify what choices you have, or how successful you are with those choices. 3CFD is malfunctioning. You can fix him by using a... If you repair 3CFD,
Ну, отремонтируем. Success. You have fixed 3 CFD. Now he will join your party. CFD is now a member of your party. А, и у него level up. Но сделаем это автоуровнем. Где тут вообще уровень показан? Сила, здоровье, аут. Экспертный робот 3. А, вот, а вот 4 уровень. Это еще что такое? Броня. Так, ладно, надо чинить корабль, черт возьми. Да блин, не то я хотел нажать. Ну ладно, мы какую дверь открыли, окей. О, а вот и я. Медпак? Да не, можно вообще не лечить себя. Че, мы не проходили, что все это? Отойди. Ну так, отвези меня наверх. И, ребят, плохая новость. Как только мы уходим на поверхность корабля, игра крашится из-за какой-то ошибки в игре. Так что придется нам все-таки пропустить пролог. Но я думаю, тут ничего такого важного не несет, так что идем дальше. Пропускаем пролог. Итак, мы починили корабль и приземлились на какой-то станции. Воу, и похоже, мы плаваем в какой-то станции. Так, и мы пришли в себя. Сколько это резервуар, в котором находился. Ты хочешь вылечиться? Да, вроде таки не надо пока что. Похоже, все дохлые лежат, что ли. Может излечить большую часть страны, если вы потеряли очки жизни. Во время ваших исследований вернитесь сюда в медицинский отсек и воспользуйтесь используйте резервуар Скольта позади вас, чтобы залечить ваши раны. Ну, я не думаю, что это нам так уж не понадобится. Медпак. Workbench. О, я что-то даже взломал. Химикаты. И еще один медпак. Создание вещей. Разборка вещей, даже можно их разбирать. Система противоядия, боевой
Имплант. Ты смотри-ка. Мины, гранаты. Интересно, интересно, то есть теперь мы можем просто-напросто крафтить барахло себе. Так, ну что ж, почитаем медицинские журналы. Так, 18-й день первый, получается. Один день назад. 3 дня назад. Still examining the survivors of the damaged freighter. Looks like it goes by the name of the Ebon Hawk. Only one survivor, placed in the KOTOR tank for recovery. The carbon scoring on the vessel suggests it was in a battle, but no indication of who fired on it. Couldn't get much from the Nava computer. I'm surprised the ship was able to make it inside the Paragus asteroid field without the asteroid drift charts. Aside from the lone survivor, we recovered an old woman. No life signs. There was also a protocol droid and a utility droid on board. Sent both down to maintenance while security sorts through the other items on the ship. It looks like the utility droid, a T3 unit, was able to get the ship working enough to get to the colony. We're prepared to... Готовы к чему? Could be a Jedi. But we won't know for sure и да, until we get кстати, the из-за... transmission back from the Republic. Как он If the называется? survivor is a Jedi, Из-за that would патчей, count for the которые recovery вносят rate. изменения But I'm в more игру. concerned that a Jedi here may cause trouble. Some of the miners, especially KOTOR, are already another accident today. A detonation in the ventilation tunnels. If the lockdown measures hadn't activated, В общем, the whole по идее, вот эти facility диалоги would have были been destroyed. вырезаны Got most of the entry to the разработчиками. KOTOR tanks in time, but the rest had to go to the morgue. One of the wounded said a droid caused the accident. И установлены патчем, потому он, в общем-то, не переведен, потому что, как писал сертификатор к этой игре, он был рассчитан именно только на ту часть, которая именно официально выходила. К сожалению, перевода того, что было вырезано, у нас нету. Miners about the Jedi. A number of the droids have been acting oddly, and not even memory wipes seem to be fixing the problem. There was a detonation in another one of the fuel vents the droids were working in. We deactivated several of them and moved them down to maintenance, but we're still treating the plasma burns. That cuts us down to almost half shifts, and with the droids malfunctioning, we may not make the Tilo shipment for this month. Fortunately, the detonation didn't cause a lockdown. Warning. There has been a fuel detonation in the mining tunnels. Emergency lockdown commencing. All personnel report to quarters and prepare for emergency venting countermeasures. No! If the ventilation systems are malfunctioning, evacuate the medical bay. Everyone evacuate. Что-то явно... О, скончался. И только я выздоровел. Что за последний запрос о лечении? Смертельная доза успокоительного была выписана всем резервуарам, включая 3-й. Нет записи о том, кто назначил лечение. У нас нету отмычек. Общий доступ к камере морга. Что у нас в морге? Трупаки. Из рабочего стола ясно. Камера медицинского отсека. Довольно-таки странно. Кажется, что камера заблокирована на твой кольта-резервуар. Ну что ж, по крайней мере, те ушли спокойно. И выписали ударную дозу успокоительного. Похоже, старуха мертва, но непонятно, кто ее убил. Плазменная горелка. Зомби! На самом деле, довольно странно, что она пришла в себя, раз она мертва. Была. Find what you're looking for amongst the dead. Я думал, ты мертва. Close to death. Yes, closer than I'd like. You have the smell of the KOTOR tank about you. How do you feel? Немного дезориентирован. Это твой голос я слышал в резервуаре. Yes, I had hoped as much. I slept here too long and could not awaken. It may be I reached out unconsciously, and your mind must have been a willing one. Or perhaps you have been trained for such Обращался. things. Перевод несовершенен. Итак, ты можешь воздействовать на разум и симулировать смерть. Кто ты? I am Kreia, and I am your rescuer, as you are mine. Tell me, do you recall what happened?
Последнее, что я помню, был на борту стабоносца корабля Республики. Что с ним стало? Your ship was attacked. You were the only survivor. A result of your Jedi training, no doubt. Но я больше не член Ордена Джедаев. Your stance, your walk tells me you are a Jedi. Your walk is heavy. You carry something that weighs you down. Давай разбираться с настоящим моментом. Что это за место? I do not know. I was removed from the events of the world as I slept. A survey of the surroundings may provide the answers we seek. The ship we arrived in must still be in this place. We should recover it and leave. Мы с чего это взяла? Что мы здесь вместе? We were attacked once, and I fear our attackers will not give up the hunt so easily. Without transport, weapons, and information, they will find us easy prey indeed. Что-то ты какая-то нервная, обеспокоенная. Что-то не так? Even as I slept, I felt much unrest here. I saw strange visions, minds colored with fear. Now, everything here feels terribly silent. I would find out as much as you can about this place quickly. I fear we will need to depart as suddenly as we arrived. Зачем еще я должен приглядывать? You may wish to extend your search to some clothes, if only for proper first impressions. Пациенты в медотсеке были убиты смертельной дозой успокоительного. Есть мысль, как это случилось? I do not know. Why did they spare you? Ну, это ж мне тоже интересно знать. Они нет. Я получил такую же, но выжил. Indeed, a Jedi trance could protect one from such poisons. In fact, the sedatives may have been intended to keep you unconscious for some time. It would prove lethal to those untrained in such techniques, however. Most curious. Похоже, ты много знаешь о технике джедаев, не так ли? And so do you. Perhaps we could discuss it at length later on. Now we have other concerns, among them finding our new enemy. Ну окей, я скоро вернусь, чтобы убедиться, что ты в порядке. I leave you to the explorations of this place. Here I will remain and attempt to center myself. Светлая сторона, да вы издеваетесь. Вы сделали свой первый шаг к светлой стороне. Милосердие и героические поступки ради других позволят вам лучше понять силу светлой стороны и узнать ее таинство. Однако жестокость и эгоизм могут быть причиной вашего падения на темную сторону. И мы, наверное, все-таки опять будем ударяться потихоньку в темную сторону, ребят. Плюс 4. Плазменная горелка. Виброклинок. Нервный смиритель. Ну окей, пожалуй-ка виброклинок мне больше подойдет. Запечатано. Оу. Ясно, роботы. Да отвали, блин. Обучение, будто бы не знаем, как в это играть. Так, ну ладно, один скончался. Но удар тут выглядит немного по-другому, как чем в первой части. И что же у тебя осталось? Какие? Майнинг лазер. Лазеры для копания. Сбалансировано, однако. У нас теперь, кстати говоря, можно переключаться с оружия на оружие. Ух, какой пушечка. Прикольно выглядит. -1.
кстати, играем мы все так же на нормале. Ну, знаком удары. Так что я думаю, в какой-то момент у нас возникнут очень сильные проблемы, нам придется использовать мины-стимуляторы. Как в прошлой части. Итак, ну хоть у кого-нибудь тут есть одежда-то? This is the exit, but it is sealed. Strange. In my visions, it was open. Крея? Лишь тишина. Постараться найти способ открыть люк. Странно, но аварийный замок не открывается. Учитывая обстоятельства, может быть, есть способ открыть его, если удастся добраться до терминала доступа. Увидим. Еще одну фигню нашел для друида. Стол безопасности. Ионная граната. И химикаты. Да одежду кто-нибудь дайте, а? Проверить записи голова, ориентация безопасности Пирагуса. Is this thing on? All right, all hands, especially you, KOTOR, listen up because I'm not going to say this again. The next one of you Juma heads to try and smuggle a blaster, or so help me, any sort of military-grade frag weapons into my facility is going to take a long walk out the airlock. Why? Because in case you forgot, Paragian fuel explodes at high temperatures. That's what blasted that chunk out of Paragus 2 and created this asteroid field. So if I catch any of you with anything other than sonic charges or mining lasers, I'll burn you and your contract. Security out. Значит, это And according происшествие. to one of the miners, it was because one of the sonic charges went off prematurely. And like before, it was one set by a mining droid. The three idiots were grouped so close to the charge, it might as well have been a grenade going off. The blast turned their bones to dust. The blast wrecked the internal components of the droid that set the charge, though, so we can't even dissect it to see what happened. I don't like what's going on here. Ever since that Jedi showed up, things are getting worse. It's not just Jedi? KOTOR and his miners, or the fights, but now the droids are acting crazy. If we don't find what's causing this, or who, this facility's gonna be space dust by the time the next Telos freighter arrives. So, you're in maintenance. Then maybe you can tell me what's going on with these droids. Sir, I don't know. It's like their behavior cores are undergoing binary decay, but I can't find the source. This shouldn't be happening. Well, that's reassuring. It isn't happening. So the next time we nearly have a breach in the ventilation tunnels, I could just close my eyes and pretend it's my imagination. You better give me some answers. I want to know the damage these droids can do if they start mining us instead of asteroid rock. Sir, these droids aren't combat models. Their mining lasers are weaker and less accurate than blasters. I doubt those droids could even hit one of us. Are you blind? What about the miners in Medbay? It's sabotage, and it started right after the commander said we weren't going to sell the Jedi to the exchange. So I want you to find out how these droids are being sabotaged. That'll tell me who's trying to clear a path to get that Jedi off the facility, and stop him. In the meantime, make sure the security's armed with all the ion and sonic charges you can find. If those droids start coming after me, I'm gonna need more than low-grade mining lasers to take them down. Clear? Yes, sir. Maintenance control out. Idiot. Вот интересно, зачем создатели игры вырезали некоторые части диалогов из самой игры? I secured the stealth field generator inside one of the footlockers in the security storage room. If I have the specs right, the interface field should be effective against the droid's sensors. All I need to do is equip the belt and some skill with stealth in order to use it. As long as I don't get too close to the droids, they shouldn't detect me. If any more droids start malfunctioning, the belt should buy me enough time to get to the override switch I set up in the communications blister console. I'd rather shut them down than destroy them. I want to find out how these droids are being sabotaged. Maybe even turn them against whoever's sabotaging them. Надеюсь, кстати, ребят, среди вас есть те, кто более-менее понимает английский язык, так что, потому что я переводить все это не смогу просто-напросто. Но сейчас он сказал то, что он встроил в какую-то консольку кнопку, которая, по идее, должна либо уничтожить их дроидов, либо их отрубить. I
installed an override switch to shut down any droids on this level, just in case someone locks me out of the administration console. As added insurance, I tied the override switch into the circuit to the holding cell door. It'll make sure it can only be opened if all droids in the level are shut down. I doubt KOTOR or any of his men have the skill to pull off something like this, but I'm not taking any chances while we're sitting in the middle of this asteroid minefield. Whoever's responsible won't be able to have the droids rescue him after I lock him up. Nothing will cut through that door. He'll be trapped. Получить доступ к удаленным средствам управления камерой. Главный офис. Тут мы стоим. Охрана. Куда нам, собственно, надо пробраться? Камеры заключенных. Да, тут и есть. Так, сам ведь говорил то, что он где-то нашел пояс невидимости. Так, куда он его дел? Мне бы он очень пригодился бы. К сожалению, у нас его нет сейчас. Be careful. There is much energy in the room beyond, yet it stems from nothing that lives. Корея, что? Can you not sense them? Reach out. Cast aside your sight. Cast aside what you see, and instead reach out with your perceptions. Ah, you can feel them. The droids you cannot perceive, but the small oscillations of energy, that you can feel, echoing outwards. С помощью Креи мы получили пассивную способность Precognition. Наверное, говорю, чувствительность силы. Когда эта способность задействована, вы должны засейвиться. Окей. Где там? Игра, настройки клавиатуры. Где быстрый сейф вообще? Так, быстрая загрузка, пожалуй, F9. 4. Вот так. Так, ионная граната. Ловите. You hear it. It is faint, but it is there. Разве со мной что-то не так? It is the force you feel. It has not been so long as for you to forget. Ну и похоже, что так и было. Кажется, он исходит из большого расстояния. Not turn away from it. Listen. Feel it echoing within you. Come. I shall guide you down the familiar paths. You will need it if we are to survive and escape this place. С приобретением опыта ваша связь силы восстанавливается. Идите на экран повышения уровня, чтобы выбрать способности силы. То есть нас левел ап. Так бы сказали бы. Может, он тебе одежду даст, а? Да. Генератор скрытности. Как раз то, что нужно. Опять одежды нету. Ладно, левел ап. Невооруженный специалист и чувствительность к силе. Что у нас тут есть? Исцеление, мастерское исцеление. А раньше было всего лишь что до вот этой части. Так, это у нас те самые бафы. Броня запрещена, светлые стороны.
А, нет, то есть вот этот на нас. Вот это на нашу команду. Барьер силы. Первые 15 урона от рубящих, крушащих. Ущерб более чем на 15%, 15 пунктов. Наносится, как обычно, с поглощением первые 15 урона. Боевая медитация. Универсальная сила. Универсальная сила способна сдать собственное здоровье, чтобы сэкономить энергию силы. Все навыки силы забирают 50% за счет очков жизненной силы и за счет... Нет, под конец это может быть очень даже неплохо, но не в данный момент. Оживление. То есть оживление союзников. Повлиять на разум. Оглушение. Убийство. Страх. Силовой толчок, молния. Вытягивание жизни. Крик силы. Способность силы создает волну звука, который наносит 3-18 очков урона. Звуком снижает параметры на 2 очка. Для всех врагов на расстоянии до 10 метров. Впереди атакующего на 30 секунд. Успешность возброска боли. Неплохо. 7,42. И 6. Неплохо. Трюк разума. Мои здесь не дроид, к ней... Как раз не становится легче, если персонаж не получится. Биться на вашей стороне. Кстати, вот это вот неплохо. Только главный герой может выбрать эту силу при повышении уровня. Значит, то есть она может быть задействована в разговоре. Ладно, пока что подавление разума, как обычно все-таки. Сломался. Так, кстати, я все хотел посмотреть, какие у нас за способности вообще есть. Универсальная сила. Предвидение предупреждает джедаев, когда они приближаются к очень большой опасности. Эти предупреждения достаточно редки. Неизвестная мощь силы, то есть нам еще что-то будет даваться. Поэтому опыт в рукопашном бою может быть намного сильнее, чем обычные бойцы. Нафиг мне это надо? Вы ветеран мандалорианских войн. Ваши боевые шрамы подают вам дополнительный плюс 25 хитов в начале игры. Это, кстати говоря, было для всех из классов. Иммунитет к силе. И бонус к броне. А сколько у нас хитов? 39 из 43. Неплохо. По крайней мере, по сравнению со второй частью. Так, тут у нас дверь закрыта. Я бы даже сказал, очень даже неплохо по сравнению со второй частью, где нас просто-напросто убивали с пары тычков. Все-таки удары они как-то разнообразили. Но мне вот интересно будет вспомнить их, как они выглядят на битве
против обычных противников с мечами. Так, что у нас наверх? Наверху есть. Невозможно. А, воздушный шлюз, окей. Поддержка ожидаю, укрепленный на месте, дальний бой агрессивный. Введите код, найти переключатель системы защиты контроля. Ты нашел переключатель системы защиты офицера охраны. Ты хочешь активировать его? Да? Отрубили дверь. Так, но туда мы сходим чуток попозже. Ну или же прямо сейчас. Хотя у нас там еще один проход есть наверх. О, я помню, сколько тут гемора было, чтобы набрать себе на лазерный меч. А ты что-то... Ремонт. Проверите дроп поведения юнита. Неудача. Разобрать его на части. Успех. Неудача. 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 Та просто отключилась. Кстати, у нас ведь надо было нам раздобыть компьютерную отмычку, чтобы узнать... А у нас ее в любом случае нету. Чтобы узнать... Кто же изменил нам криогенную камеру нашу? Beyond this door, someone yet lives. Be mindful. His thoughts are difficult to read. But you have nothing to fear from this one, and he might yet prove useful. Nice outfit. What, you miners change regulation uniform while I've been in here? Болтаешь слишком много. У тебя хоть имя есть? Atten Rand. Excuse me if I don't shake hands. The field only causes mild electrical burns. Как ты там вообще очутился? Security claimed I violated some trumped-up regulation or another. Take it up with them if you want. But they stopped listening to me shortly before they stopped feeding me. Now that's criminal. Комплекс заброшен. Что случилось? You mean before or after that Jedi showed up? Это Either джедай. way, it's a real short story. You see, this Jedi shows up, and you know what that means. Where there's one Jedi, the Republic will soon be crawling up your ion engine in no time. But the story gets better. See, some of the miners get it into their ferrocrete skulls that since the Jedi's unconscious, they can collect the bounty the exchange has posted for live Jedi. Well, what passes for the law here didn't like that idea. So the two groups started fighting. Then there was some big explosion, and then I was sitting here for a long time, waiting for some half-naked miner to show up and ask a bunch of questions. За поимку джедаев дают вознаграждение. Почему? Don't know much about it. Maybe the exchange wants one as a trophy, or somebody's got something against Jedi and is looking to collect. Not many Jedi left. Wouldn't surprise me if the bounty's pretty high. Немного джедаев осталось. А что с ним случилось? The ones that weren't killed in the Jedi Civil War ended up switching off the lightsabers long ago. Word is there's not even a Jedi Council anymore, but who knows? Что повлекли за собой мандалорианские войны? Yeah, Revan, Malak, and the Jedi that went to join them in the Mandalorian Wars. They turned against the other Jedi and had a scrap that almost laid waste to the galaxy. Where have you been?
А что случилось между Реваном и Малаком? Well, I wasn't there, but like all Sith, Revan and Malak turned on each other. After they turned on the Jedi, of course. По слухам, которые до меня дошли, Реван победил Малака, а затем отправился на Карибан, чтобы объединить силы ситхов против Республики. Well, that was the story. But whatever happened there must not have lasted. Oh, there was some big civil war on Korriban. Knocked that academy to the ground. Looks like Revan's Grand Crusade finally consumed her. Но вообще-то Реван был мужчиной, а не женщиной. Maybe you're right. Maybe I just hoped Revan was a woman. К чему все эти разговоры о Реване вообще? Look, no offense or anything, but your weird half-naked interrogation isn't my idea. Hey, wait a minute. You're that Jedi the miners were talking about. Where is everybody? Я не знаю, кажется, комплекс покинут. The miners can't all be gone. But if they are... Look, hey, let me out and I can help you. I can. I've gotten out of trouble countless times. Я хочу вначале узнать твой план, а потом уже выбираться отсюда. This facility isn't a military installation, which means we may have a chance. You shut down this self-security field, and I can reroute the emergency system so we can get to the hangars. We grab a ship, and then we fly out of here. Сперва одна вещь. Пациенты в медотсеке были убиты смертельной дозой успокоительного. Знаешь что-нибудь об этом? Huh? What are you talking about? Не бери в голову, просто проверяю. So you done interrogating me, or are we gonna work together and try to get out of this mess? Ладно, я верю тебе. Если мы будем работать вместе, возможно, нам удастся выбраться отсюда. Great. Now to business. Let's get to the command console. Хорошо, пошли. Alright, here we are. Now this console is set on automatic hail. You may have heard it when you came in. The asteroid drift charts are constantly being updated, so it sends out a transmission to incoming vessels so they don't get crushed into space dust. The hail warns them to keep their distance until orbital drift charts are transmitted, and then provides docking instructions to incoming ships, usually freighters. Thing is, you can bounce that same transmission back to the comm here. Suddenly you've got access to the communication system from the inside. Pure Pazak. The console's ours. Now, all we need to do is reactivate the turbo lifts, cancel the emergency lockdown, and... Hey! Похоже, ты собирался сказать мне что-то такое, что я не хотел услышать. This system's been severed from the main hub, after it was locked down from remote. You can't even reroute the system, it's been cut clean. Кто-то сделал это нарочно? That's my guess. To cut off the console specifically from remote, then sever the hub. Doesn't get any more deliberate than that. Должен быть какой-то выход снять блокировку отсюда. I doubt it. All we have is communications back. For all the good trying to shout in a vacuum will do us. Посмотрим, сможем ли добраться до кого-нибудь на командном пункте. Be my guest. Not much else we can do. The comm's all yours. И опять светлая сторона. Блин, ну какого черта? Так, что у нас в жилых отсеках? Нет ответа. Ангар 25. Добраться до ангара 25 появились низкие светящие сигнальные звуки, как будто на другом конце есть служебный дроид. Ты меня слышишь? Ты в рабочем состоянии? Мы заперты на административном уровне. Можешь разблокировать турболифт? Ну, должны быть аварийные люки. Попытайся найти один. Ах, я лучше рискну, чем буду сидеть здесь в заперти.
И нам дают поуправлять роботом. Ну а, ребят, этим мы заниматься будем уже в следующей серии. Так что мы, в общем, с новым нас прохождением. И с вами был Хэйди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей, комментируйте видео и вступайте в группу ВКонтакте. Ну а мы с вами увидимся уже в следующий раз, ребят. Всем пока, до следующих серий и до следующих врывов.